Каждый приезжающий на отдых или переезжающий на постоянное место жительства в Турцию автолюбитель задается вопросом, перегонять ли свою машину в Турцию или купить здесь новую, можно ли использовать в Турции права международного образца, насколько просто и легко получить турецкие водительские права, что нужно знать, садясь за руль в Турции. Обо всем об этом в нашем выпуске. Оставайтесь с нами. Скажем сразу, иметь авто в Турции – дело гораздо более дорогое, чем в странах СНГ. Если речь идет о покупке машины, цена в сравнении с Россией может различаться в 2 раза и более, в большую сторону. Это происходит в основном за счет дополнительного налога, который устанавливает государство. Он называется специальный налог на потребление. Добавьте к этому ежегодный налог на транспорт, например, автомобиль возрастом до 3 лет и объемом 2000 кубических сантиметров обойдется в районе $1000 в год, до 1300 кубических сантиметров $180 в год, страховку около $250 в год, ежегодный техосмотр, а самое главное цену на топливо, которое колеблется от $10 до $20 за литр. И возможно вы всерьез задумаетесь пересесть на общественный транспорт. Но если расстаться с железным конем для вас просто не вариант, или вам он действительно необходим для работы, будьте готовы к вышеупомянутым расходам. Есть несколько вариантов, где можно купить автомобиль. Прежде всего, конечно, это автосалоны официальных дилеров, которые продают машины разных марок. В автосалонах обычно, допустим, в Анталии эти автосалоны располагаются на одной улице, то есть очень удобно. Вы можете непосредственно приехать и фактически даже пешком обойти почти все необходимые и нужные вам автосалоны. Покупка автосалонов имеет свои плюсы, о которых вы все знаете, то есть это, конечно, гарантия, полностью новая машина, ну и абсолютная надежность. Также большим плюсом является, конечно, то, что автосалоны берут на себя все заботы по оформлению вашей машины. Если вы хотите купить, допустим, вторичную машину, во многих автосалонах существует парк машин для вторичной продажи. Это также достаточно безопасный путь, потому что здесь гарантом для вас будет являться салон. Третий путь – это автосалоны, маленькие автосалоны, их называют галереджи в Турции. Конечно, это путь, который вам нужно очень тщательно проверять машину, если выберете этот путь. И четвертый путь – это, конечно, автомобильный базар, как он есть везде, так он есть и в Турции. Допустим, автомобильный базар в Анталии работает по воскресеньям. Это целая большая площадка, где вы можете прийти и посмотреть на машины, поговорить и поторговаться с владельцами непосредственно. Я покупала машину со вторых рук, так как машина в салоне стоит очень дорого. Порядка моя Toyota Yaris стоит 130 тысяч турецких лир. Вот. Со вторых рук, я считаю, можно купить, пройдя экспертизу. Одним из способов сэкономить на покупке авто является возможность перегнать свой собственный автомобиль через границу в Турцию. Для этого есть одно ограничение. Тот, кто ввозит в Турцию машину, неважно, иностранец или гражданин Турции, должен прожить 185 дней за последний год за ее границей. Возможно, в будущем появятся и прямые паромные переправы из портов России, но в настоящее время из России в Турцию можно проехать через территорию Грузии, причем въезжать нужно через Владикавказ. Для передвижения по Грузии потребуется местная обязательная автостраховка стоимостью 30 лари. Приобрести ее можно на сайте, который вы видите на экране. Для прохождения турецкой границы нужно предъявить паспорт и документы на машину, причем никаких переводов или заверенных копий этих документов не потребуется. Учтите, что машину может ввозить только ее владелец или правообладатель, который должен являться гражданином страны, где зарегистрирована машина. Для передвижения по Турции необходимо оформить страховку. Ее можно приобрести еще перед выездом из дома, международную Green Card. Это полис обязательного автострахования автогражданской ответственности, который действует в 48 странах. Грузия, кстати, в этот список не входит. Но гораздо выгоднее купить турецкий страховой полис на границе. Постарайтесь оформить его на максимальный срок своего пребывания в стране, так как в офисах той же страховой компании, расположенной, например, в Анталии, цена полиса будет выше. Страховка оплачивается наличными лирами, евро или долларами. Обязательно имейте при себе размен.
Находиться на территории Турции вместе с автомобилем вы можете на срок, предусмотренный безвизовым пребыванием для граждан вашей страны. Это вполне достаточно для туристических целей. Если же вы планируете остаться вместе с автомобилем на более долгий срок и, соответственно, будете оформлять вид на жительство, вы должны предоставить таможенному управлению документ, подтверждающий наличие у вас вида на жительство или наличие подачи заявки на ВНЖ, а также предъявить страховку на автомобиль. В Анталии таможенное управление располагается на территории морского порта. Если все требования соблюдены, в ваш паспорт ставится штамп с датой, до которой вам разрешено держать свой автомобиль на территории Турции. Оформить разрешение на автомобиль нужно до истечения срока вашего безвизового пребывания в Турции. Соответственно, если вы продлеваете свой ВНЖ при окончании срока его действия, вы также должны предоставить информацию о продлении документа и в таможенное управление. Максимальный срок, на который ваш автомобиль может находиться на таких условиях, не может превышать максимального срока ВНЖ в Турции, который дают первоначально иностранцам. Это максимум 2 года. По истечении этого срока вы должны обязательно выехать с территории Турции, иначе вам грозит штраф, который может исчисляться тысячами долларов. Еще одна тонкость. Оформив таким образом свое авто в Турции, вы не можете выезжать на нем в третьи страны, иначе вам при возвращении аннулируют разрешение на пребывание авто в Турции. Если вы вдруг решите прокатиться на нем, скажем, в Грецию, то сразу по возвращению в Турцию вы будете обязаны транзитом покинуть страну на этой машине. И вновь въехать в страну на этой же машине вы сможете только после 185 дней пребывания вне Турции, либо купить другую машину. Если же вы вылетаете из страны самолетом, оставив на какое-то время авто в Турции, то перед вылетом, после прохождения регистрации в аэропорту, нужно заполнить на таможенном посту специальное заявление, в котором указываются сведения о местонахождении машины, ваши паспортные данные, дата ввоза авто, срок разрешенного пребывания и так далее. Подписав такое заявление, вы гарантируете, что авто будет ждать вас в Турции по указанному адресу и никто не будет его использовать до вашего приезда. По прибытию рекомендуется также уведомить таможенный пост в аэропорту прилета. А как же быть с водительским удостоверением? Турецкая республика подписала 2 международные конвенции, которые предусматривают легитимность национальных водительских удостоверений на территории Турции, если они соответствуют требованиям конвенции. Граждан СНГ больше всего интересует Венская конвенция о дорожном движении 1968 года, подписанная Турцией, Россией, Украиной, Казахстаном и целым рядом других стран. Согласно этой конвенции, вы можете управлять автомобилем в Турции на основании своего национального водительского удостоверения в течение 6 месяцев с даты въезда в страну. По истечении этого срока вам надлежит поменять свое национальное удостоверение на турецкое. Что будет, если этого не сделать? Возможно, вам повезет и дату вашего въезда в страну ни разу не проверят, но если проверят, то вам грозит штраф в $500. А если вы, не дай бог, попадете в ДТП, вы автоматически станете его виновником, так как юридически управляли авто без прав. Никаких страховых выплат в этом случае также не стоит ожидать. Что сделать, чтобы поменять свое удостоверение на турецкое? Процедура несложная, стоит некоторого количества времени и денег. Вам нужно обратиться в местное отделение Нüfus Müdürlüğü, управление по гражданству, по месту вашего вида на жительство и предоставить следующие документы. Нотариальный перевод и 2 цветных копии паспорта, нотариальный перевод и 2 цветных копии водительских прав, оригинал и копию вида на жительство в Турции. После заполнения анкеты в страну-эмитент вашего водительского удостоверения будет направлен запрос для подтверждения легитимности документа. Ответ приходит, как правило, через 2-4 месяца. Узнать статус своей заявки можно по телефону 199. После того, как подтверждение пришло, вам предстоит еще один визит в Nüfus Müdürlüğü. На этот раз понадобится предоставить еще дополнительно нотариальный перевод документа об образовании, вашего аттестата или диплома, справку о прохождении медосмотра, делается в поликлиниках, потребуется фото, 2 биометрических фотографии, оригинал национального водительского удостоверения. Вам понадобятся также деньги на уплату пошлин, чуть больше 800 лир, что по курсу на январь 2020 года примерно составит $135. Оформление очень недолгое, все быстро, очередей практически нигде нету. Общие расходы на замену прав могут составить до 1500 лир, около $250. При этом ваши национальные права будут изъяты, а новые турецкие права придут к вам почтой через 7-10 дней.
Не стоит бояться изъятия ваших национальных прав, вы всегда можете заявить на родине об их потере и заказать новые. В заключение несколько слов о ситуации на дорогах в Турции и общей манере вождения местного населения. Дороги и вообще транспортная инфраструктура Турции находятся в очень хорошем состоянии и постоянно совершенствуются. Я сам вожу машину здесь уже, наверное, 17 лет. Действительно, здесь дороги великолепные. Часто строят развязки, допустим, транспортные развязки, думая наперед. Пробок в Турции, кроме больших городов, таких как Стамбул, фактически нет. То есть Анталия, например, в этом отношении идеальный город. Вы можете из одного конца города доехать в другой, максимум за 30 минут. И вам не нужно накладывать время на то, чтобы вы будете стоять в пробке или вы не успеете. Вы знаете, что вы точно доедете туда, куда вам нужно. Проверки на дорогах в городах Турции бывают крайне редко. Если вы и встретите пост проверки, то он будет расположен, скорее всего, на междугородних трассах. Зато камер, фиксирующих нарушения скоростного режима и другие нарушения, установлено предостаточно, а штрафы достаточно высокие. Но если платить их не откладывая, вы можете получить 25% скидку. Садясь за руль в Турции, помните, что турецкие водители зачастую пренебрегают некоторыми правилами дорожного движения, правилами перестроения, парковки, использования поворотных огней. Но при этом в целом отношение между участниками дорожного движения крайне спокойное и дружелюбное. Хоть турки и нарушают правила, но в силу своей доброжелательности они могут просто улыбнуться, и мы их прощаем. Хотя повороты включают только русские. Турки любят перестраиваться буквально перед твоим носом. И поэтому я для своей машинки сделала вторую страховочку каско. Будьте внимательны на пешеходных переходах. Штрафы за непропуск пешеходов стали выписывать все чаще, и так как не все успели к этому привыкнуть, то разночтение водителями требований о пропуске пешеходов часто является причиной аварийных ситуаций. Удачи вам на дорогах! На канале «Жизнь в Турции» от агентства Tolerance Homes всегда свежая и проверенная информация из уст профессионалов.